Привет, меня зовут Егор Колорс. А вы знаете, что у вас есть два маунта? А фейкер говорят, что есть. Данная клавиатура имеет поликарбонатный плейт, поддержку PCB маунт стабилизаторов, а также целых два маунта, смазанные переключатели и стабилизаторы в стойке, приятные даблшот кепки, но обо всем по порядку. Клавиатура поставляется в плотной коробке, которую довольно тяжело открыть. И не делайте такие коробки, обзорщикам тяжело их открывать. В коробке лежит сама клавиатура, кабель с винтиками для топ-маунта и комбинированный пуллер, а еще бумажечка. Не богато. Давайте начнем сверху вниз и будем останавливаться на каждом компоненте поподробнее. Самое неинтересное здесь это с того, где здесь находится донгл. Я пытался разобраться с этим слишком долго. Только в тот момент, когда мы записали распаковку, я смог понять, как ее открыть. Она не сдвигается, ее нужно поднимать. И меня это ввело в ступор. Эта клавиатура имеет несколько видов подключения: беспроводной, Bluetooth и провод, что для меня оказалось достаточно приятным решением, так как я наконец-то разобрался с тем, зачем он мне может быть полезен. Когда я начинаю мазать или пересобирать клавиатуру, то мне довольно сложно держать клавиатуру, подключенной по кабелю, ведь в такие моменты весь мой стол полностью завален различными смазками, переключателями и кейкапами, и это не очень приятно. Кстати, мне уже едет кое-что, что имеет для меня миллиард плюсов. В общем, ждите. Когда я полностью прочувствую эту клавиатуру, я вам все расскажу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить это видео. Едем дальше, и на очереди у нас кейкапы, которые меня очень приятно удивили. Они очень шершавые, имеют превосходные альфы, но не очень-то идеальные моды. Но тоже достойные. И да, это черри профиль, а предвосхищает это южный диод, что реально приятно. Ну и к самому сладкому, это дисплей, на который можно вывести состояние ПК, погоду, дату и время, или сделать так, как я, поставив NECA ARC, который обкашливает вопросы по телефону. Это же ведь правда лучше даты и времени, верно? Ну и помимо этого здесь встроен роллер в сам дисплей, который имеет очень прикольные отсечки. Как сказал один из моих товарищей, кликающие свечи как будто. Но вот нажатие на роллер не приносит никакого удовольствия, так как сам экранчик дребезжит, что не очень приятно. Свечами здесь выступают Kailh Vanilla Ice Cream, которые имеют довольно странную форму. Но опустим тот момент, потому что звучат они good. Они обладают диффузорами, прекрасной стоковой смазкой. Вопросов не имею, но слишком легкие. Они выполнены полностью из пластика, а пружина в активации составляет 38 грамм. Стабы здесь Plate Mount неизвестного происхождения. Однако в стоке они себя ведут отлично, поэтому я в восторге, ведь мне не нужно ничего мазать и о чем-то запариваться. По итогу в стоке у этой клавиатуры все великолепно, кроме корпуса и экранчика. Далее, тут стоит поликарбонатный плейт с фликскатами. Однако на печатной плате нету фликскатов, что, на мой взгляд, значительно лучше, так как, повторюсь, здесь два маунта. Осторожно отключайте дисплей. Нужно потянуть с двух сторон вот эту черную штуку и достать вот этот шлейфик. Если вы его повредите, вы лишитесь экрана и роллера. Поплачьте об этом. Далее тут стоит поликарбонатный плейт с прорезями. Фликскатов здесь нету, что, на мой взгляд, к лучшему, так как, повторяю, здесь два маунта. Топ-маунт и гаскет-маунт на печатной плате. Ну и теперь про шумку, а здесь ее довольно-таки много. Это плейтфом, который уже установлен, пэдфом, PE-фом, две шумки для корпуса. Кстати, прикольные, они мнутся и запоминают типа фом. Не знаю, зачем вам эта информация. Да, этого очень много, но с учетом того, что эта клавиатура имеет пластиковый кейс, это больше походит на необходимость, нежели на дополнение. Да, это шумка-борд, но для шумка-борда звучит довольно приятно. Я выложил пэдфом и шумку для корпуса, потому что посчитал, что это чрезмерно. Вообще шумка фу.
Теперь пришло время поговорить о корпусе и о том, как я страдал, чтобы его открыть. Это было сложно, но, возможно, при помощи медиатора или чего-то подобного будет значительно легче. Так, ну вроде... Все. Вообще, мне кажется, что все клавиатуры не должны иметь этих клипс, потому что их открыть практически невозможно, а с учетом того, что здесь, повторяю, я не знаю какой раз, 2 маунта, то открывать для пересборки ее довольно сложно. Экранчик сделали, а винты нет. Жалко. Внутри нас встречает печатная плата с 1000 Гц, а что самое приятное, по проводу и по донглу они будут абсолютно стабильными. Поэтому это so good and tasty. Аккумулятор с 5000 махов, которого, я подозреваю, хватит надолго. Ну и последний момент перед тайпингом. Это алюминиевый вес с логотипом Faker, который выполняет декоративную функцию, чем скорее функцию веса. Ну и плотные двухуровневые ножки, кому это нужно. Ну а теперь про приколюху с 2 маунтами. В общем, в комплекте идут винтики для топ-маунта, а сама клавиатура собрана сразу на изолейшене, с гаскетами на печатной плате. И теоретически из этого можно сделать plateless isolation, но, к сожалению, мои стабы в плате болтались из-за сильно больших дырок под них. Как бы неудивительно было, HotSwap послужил дополнительную причину, так как свечи не будут держаться достаточно надежно. Однако есть версия этой клавиатуры со свечами, у которой такой проблемы нет. А если точнее, то Corgi Linear, у которых есть клипсы на ножках, что позволит сделать plateless. Флекса больше нету, потому что я собрал клавиатуру на топ-маунте, но за счет ПК плейта мягкость сохранилась, и это достаточно приятно. И немного негатива. Реализован этот маунт, разумеется, не идеально. Большие вопросы у меня вызывает тот факт, что клавиатура сделана без винтов. Его просто невозможно открыть. В общем, клавиатуры с защелками это прям не очень. Дисплей прикольный, стоковая смазка всех компонентов прекрасная. И все. В целом у нее хорошо. За исключением, разумеется, корпуса, который на защите. А вы знаете, что чечевица похожа на кошачий корм? Или на кошачий наполнитель? If there's any thought